Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии мы с вами видим вроде бы крупнейшая экономика Европы, но почему-то рост показывают именно другие страны, а не она. Испания, Польша, Франция ускоряются, экономика вовсю растет, а немецкие заводы в то время начинают считать, сколько дней можно не включать свои производственные линии. В отчетах Мерцу на стол приносят нормальные цифры, а предприятия уже не заключают новые контракты, не берут новые заказы и не открывают новые вакансии. И это еще не все. В Евросоюзе срочно заявляют о необходимости жесткого шага в торговле с Соединенными Штатами Америки. Но для Германии это очень плохая новость, ведь американские контракты – это загрузка заводов и зарплаты рабочих. Урсула фон дер Ляйен собирает лидеров и говорит о новой стратегии внутри Европейского Союза, что будет с немецкой промышленностью, если Европа действительно пойдет в торговый конфликт с Соединенными Штатами Америки. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Германии были опубликованы новые экономические показатели, и они вызвали резкую реакцию среди экономистов и бизнеса. Вы знаете, что Германия остается крупнейшей экономикой Европы по объему, но темпы развития сейчас заметно слабее, чем, например, у соседних стран. В то время как Испания, Польша и даже Франция показывают рост, немецкая экономика фактически, я бы сказал, топчется на месте. Из последних новостей мы видим, как это отражается уже на предприятиях, занятости и, конечно же, на инвестициях. Вспомните, как немецкая модель десятилетиями держалась на сильной промышленности и экспорте. Компании производили автомобили, оборудование, химическую продукцию и продавали ее по всему миру. Именно такой экспорт приносил огромные доходы и обеспечивал стабильность рабочих мест внутри страны. Сейчас в Германии мы видим, что заказы поступают медленнее, чем раньше, а сами предприятия гораздо осторожнее планируют свое будущее. Приведу пример. 47-летний Элиас из Берлина работает на заводе, который выпускает промышленные насосы. Еще несколько лет назад предприятие работало без остановок, а смены были полностью загружены. В этом 2026 году часть производственных линий простаивает по несколько дней в месяц. Руководство объясняет это тем, что клиенты откладывают новые проекты и не спешат размещать крупные заказы. Элиас не знает, как будет дальше и боится потерять работу. Также сегодня в Германии упал уровень финансовых инвестиций. Компании все чаще рассматривают другие страны для расширения производства, потому что там ниже расходы на энергию, ниже налоги и, кстати, быстрее проходят административные процедуры. И хуже всего, что это создает прямую конкуренцию самой немецкой промышленности, когда немецкие предприятия за границей начинают конкурировать с предприятиями внутри Германии. 39-летняя София из Гамбурга работает бухгалтером в компании, которая поставляет детали для машиностроения. По ее словам, руководство уже открыло новое подразделение в Восточной Европе, потому что затраты на производство там значительно ниже, а также ниже оплата рабочих. При этом основной офис в Германии сохраняется, но новых рабочих мест здесь больше не создается, а создается только за границей. Если мы с вами быстро проанализируем общую динамику, то нам становится понятно, что проблема накапливалась годами, а не сразу свалилась на голову. Германия долго оставалась лидером благодаря именно промышленной базе, сформированной еще в 20 веке. Но все меняется и мировая экономика. Новые производственные центры, как грибы после дождя, появились в Азии и Восточной Европе, и конкуренция усилилась практически во всех отраслях. Канцлер Фридрих Мерц сегодня просит коалицию поддержать предлагаемые новые меры поддержки экономики. Он предлагает снизить нагрузку на бизнес, ускорить разрешительные процедуры и стимулировать инвестиции. Эти решения должны повлиять на то, останутся ли предприятия в Германии или будут переносить производство в другие страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разрабатывает единую промышленную стратегию внутри Европейского Союза для укрепления потенциала всей Европы, чтобы сохранить рабочие места и технологическую независимость. Если мы с вами переведем все это на уровень обычных людей, мы увидим реальную картину, когда предприятие сокращает производство или не расширяется, а это означает меньше новых рабочих мест и более медленный рост зарплат. То есть для многих семей это напрямую связано с доходами и будущей финансовой стабильностью. Именно поэтому сегодня экономические данные вызывают такую серьезную реакцию. Точно мы с вами знаем, что сейчас Германия по-прежнему обладает огромным промышленным потенциалом, но вот дальнейшее развитие зависит от того, смогут ли предприятия и правительство Мерца адаптироваться к новым условиям и новой конкуренции в мире. Следующая новость, одна из самых важных. Сегодня в Германии еще один серьезный поворот. Начали обсуждать возможный резкий шаг со стороны Евросоюза, который может напрямую затронуть торговлю с Соединенными Штатами Америки. В Брюсселе рассматривают вариант приостановки отдельных торговых договоренностей с США.
В чем же причина? А причина в том, что между сторонами усилилось напряжение вокруг условий торговли и поддержки собственных производителей. А Германия сегодня, вы знаете, находится как никто другой в центре всей этой истории, потому что именно немецкие предприятия больше других в Европе работают именно с американским рынком. А здесь внезапно Евросоюз обсуждает возможность разрыва торговых соглашений с Соединенными Штатами Америки. Это, конечно же, станет серьезным ударом по промышленности Германии и, кстати, по рабочим местам. Вы понимаете, что для многих компаний в Германии Соединенные Штаты Америки это не просто один из многих партнеров, это именно ключевой источник заказов. Потому что сегодня идет большой экспорт оборудования, автокомпонентов, промышленных систем и специализированной техники. Все эти контракты формировались десятилетиями и обеспечивали стабильную загрузку заводов. Пожалуйста, пример из жизни. 53-летний Тео из Мюнхена руководит семейным предприятием, которое выпускает детали для производственных линий. Один из его крупнейших клиентов находится именно в Техасе. В последние месяцы переговоры о новом контракте затянулись, потому что американская сторона пересматривает свои условия закупок и оценивает альтернативных поставщиков внутри Соединенных Штатов Америки именно из-за дополнительных пошлин, которые влияют на стоимость деталей. Для Тео это, конечно, период неопределенности, потому что от этого контракта с Соединенными Штатами Америки зависит почти треть годового оборота. И подобная история сейчас происходит во многих регионах Германии, потому что раньше предприятия привыкли работать в стабильных условиях, когда правила торговли были понятны и не менялись годами. Были поставщики, были покупатели, контракты, все работало как часы. Сейчас руководители компаний все чаще закладывают риски и, соответственно, не спешат расширять свое производство, чтобы в дальнейшем оно не простаивало. Вот еще один пример. 46-летняя Клара из Кёльна работает на предприятии, которое занимается обслуживанием промышленного оборудования. По ее словам, руководство временно остановило закупку новых станков и дополнительных деталей для ремонтов, потому что нет уверенности в будущих заказах из-за рубежа. Это решение напрямую повлияло и на сотрудников, потому что новые проекты означают новые рабочие места и рост доходов, а их отсутствие – это наоборот простое. Такую ситуацию уже обсудили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Фридрих Мерц, решили разработать новый стратегический проект внутри Евросоюза. И когда в последнее время зарубежные клиенты, вы видите, сокращают закупки, не заключают новые контракты или откладывают свои решения, последствия быстро отражаются внутри Германии. И это бьет по экономике всей Европы и по цепочкам поставок. Поэтому сейчас предприятия, обычно сотрудники и инвесторы внимательно ждут дальнейшего решения от правительства Фридриха Мерца. На этом пока все. Спасибо за просмотр.